Приветик, дорогие друзья! Вы на канале Na'Vi Apex Legends, с вами Яна, и это наш первый подкаст из целой серии подкастов, которые будут на наших каналах, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И сейчас со мной на связи, не побоюсь этого слова, легенды этого канала. Импульс, Макс Трейф и Дима Хрон. Привет, ребята! Привет, ребята! Привет, Яна! Привет, всем привет! Я очень рада вас слышать. Правда. Да, это взаимно. Взаимно. Давно да. с ребятами тоже не виделись, не общались. Всех рад видеть. Ребят, давайте начнем с того, когда вы вообще последний раз виделись? Не в Дискорде, а вот в обычной жизни. Ну, с Кирюхой мы виделись перед Новым годом. Вроде бы. Да, А с точно, Максом я еще хрону где-то пива неделю должен. назад. За что? Я и Я Максу тоже не должен. помню. Всем должен. Походу, я Да, реально да, всем да. должен. Или Кирчик, только да, Максу, не знаю. Ну да, вот перед Новым годом мы виделись в последний раз с Хроней, с Максом. Мы, я помню, сидели, смотрели мультики в 3 часа ночи, когда это было. Не мультики, число мы 20 смотрели февраля. про Тиндер разводилу, помнишь? Аферист из точно, Тиндера. да. Да. Классная документалочка, кстати, рекомендую. Просто Да, Да, офигенно. прикольная. Кто не Вот, видел, и мы обязательно посмотрите. Смотрели мы ее, наверное, как раз числа тогда и 20 февраля где-то такое, что-то рядом было. Ну да. Угу. Мгм. Первый раз у тебя был в гостях в твоей новой киевской квартирке. Да, новоселье праздновали такое, можно сказать. Новоселье Да. такое Там еще микро. Кирюха был, Русит. Мгм. Блин, у вас нет такого ощущения, как будто бы это было вообще в другой жизни? Это было так давно, хоть Есть. и недавно. Да, есть, на самом деле есть. Да. Вы знаете, я вспоминаю, когда у нас был день рождения Нави перед Новым годом в конце декабря, и у нас такая была большая вечеринка, мы ее стримили даже на Твиче, собралось прям очень много гостей, в том числе из России, и мы так круто вместе провели время, и вообще даже не было намека и мысли о том, что буквально через 2 месяца может начаться война в Украине. Вот. Да. Кстати Но- говоря, корпоратив очень классно прошел. Познакомились со всеми, по сути, в Нави, да. Классная компания была, классно погуляли. Там и Хрон был, и я. Жаль, тогда Кирюха не приехал, но... Да, мы Да, с Олсиором Кирюха по нас телевизору кинул. смотрели. Мгм. Отправляла смс-ки за нас? Ну, не помню, так вроде просто смотрел. Очень мне нравится за Зевсом смотреть на таких мероприятиях, очень весело, правда? Зевс был просто топ, его наряд был просто лучший. Он попал прям максимально. У нас была Согласен. вечеринка в стиле нулевых, и он прям максимально попал в ту тематику, стилистику того времени. Все равно до войны было очень много новостей, разговоров, слухов о том, что все-таки это может произойти. И тот факт, что некоторые посольства, большинство даже посольств начали вывозить своих сотрудников из Украины, как-то нагнетало обстановку. Вы воспринимали как-то всерьез вот такие вот новости? Как вы к ним относились? Честно, я вообще в это все не верил, что это возможно. Я тогда следил за новостями, Пентагон об этом говорил постоянно, разведки разных стран. И я просто сидел и думаю, ну, что вы рофлите? Это, как это вообще можно взаправду воспринимать? Ну, нет, абсолютно не верил. И вот тебе, и вот тебе. Да, Кто бы мог у меня друзья сразу сказали, что все типа 100% будет. А Мгм. я сидел такой, да не может быть. Не может быть. Как это возможно, чтобы такое случилось? Тянул до последнего со своим неверием, и по итогу вот проснулся от взрывов. А у вас не было там какой-то момент, когда ты такой, ну, может быть, действительно будет, может, стоит закупиться провизией, там, что-то подготовить, какой-то план построить перед этим всем? Провизией я закупился сразу, как только начались намеки, ну так, на всякий про всякий, и сразу снял кучу налички на случай того, чтобы потом не стоять в очередях, и на случай того, что, может быть, ее не будет. Это я сделал прям сразу. Я даже, если честно, заказал самолет в Турцию. Ну, купил билет, в смысле, не заказал целый самолет. Это такое у меня не получится. А потом Ты же снял отменил много его. налички, поэтому, в принципе, мог бы себе позволить. Да, а потом отменил его, подумал, ну не может же быть все-таки, ну не может же быть. И по итогу вот может, как оказалось, может еще и хуже быть, чем на Я тот момент думал, казалось. знаешь, тоже подготовиться. Я заказал налик в банке, и я должен был 24 числа приходить его забирать. Точнее, 24 числа, все правильно.
И приходит мне смс-ка: извините, в данном отделении касса не работает, но, понятное дело, когда началась война, эти смс-ки пришли всем ребятам, которые заказывали какие-либо деньги в любом там, в любой области и банке. То есть все были максимально напуганы, никто там на работу даже не вышел. И то есть у меня даже не получилось снять деньги в тот момент. Хотя Я планировал. 24 числа должен был идти вид на жительство делать. Бедняга. Я Да, даже не прикольно. знаю, это к лучшему или к худшему, что ты не пошел сделать себе ВНЖ. Просто я не знаю, с ВНЖ можно выезжать за границу во время Да, можно было, я мобилизации? уверен. Мгм. У меня, Даже- наоборот, ситуация была в том, что у меня папа максимально, ну, не то что паниковал, он как будто бы к этому готовился, и он накануне, вот ночью с 23 на 24, часа 2 ночи, мы с братом сидели на кухне, он позвонил, говорит: так, будет война сегодня ночью, вот прям вот скоро, что мы будем делать? Я говорю: ну, приедете все ко мне, соберемся. И мы составили список. Ну, мы с братом не верили, просто мы подумали, ну, раз папа так хочет все это обсудить, мы обсудили. Я прям ставила целый список, что нужно купить, что необходимо для того, чтобы, ну, как-то, не знаю, выжить, что ли. И я помню, когда он мне позвонил прям очень рано. Мне казалось, что я сама первая в Киеве узнала о том, что вообще произошло. Как раз засинхронился его звонок с взрывом, и мне показалось, что я проспала все. Ну, типа, как будто бы их было очень много, и я просто так крепко спала, что не услышала вовсе. И я побежала в магазин за водой. Я помню такой момент, когда я забегаю в супермаркет и говорю: мне нужна вода. И этот продавец говорит: девушка, вы не паникуйте, все будет нормально, я вообще из Харькова. Я говорю, мы тогда еще, понятное дело, не знали, что будет с Харьковом. И я помню, я ему сказала, говорю: если что, если не будет где жить, приходите ко мне. Тесноте да не в обиде. Так и произошло. Как вообще вы узнали о том, что в Украине началась война? Где вы были в тот момент? И помните ли вообще первое действие? Как только узнали, что вы сразу сделали? Я 23 числа купил себе новый компьютер. То есть мне он только приехал, я его тут установил, начал там виду на него ставить, в общем, и сдос, какой я был рад. Я очень был счастливый, потому что компьютер в какой-то веке у меня прям супер топовый появился. Думаю, ой, сейчас заиграем, сейчас все будет хорошо. В общем, ставлю этот комп, устанавливаю винду, устанавливаю все проги, залетаю в Apex, играю буквально один матч, это вот уже под 5 утра. Я доигрываю этот матч, довольный как слон, снимая наушники, и от взрыва у меня начинают трястись стекла и стены. Ну и, понятное дело, я напуганный, просто иду в комнату родителей, я с ними живу, и божу я говорю, что, ну, судя по всему, началось. И начинается, ну, такой, знаешь, стресс, переполох в доме, начинаем думать, что делать, как поступить, начинаем звонить моему брату, который, ну, не так далеко от нас живет, чтобы он на такси к нам приехал, и мы уже вместе ну, бы планировали что-то делать, вот. Ну, вот так это все началось для меня. Я собрал этот компьютер, в кладовку его отнес, и мы пошли клеить стекла. Прям в первый день, потому что ну, мы знали, что может произойти. Просто пошли там скотчем клеить стекла. Как она называется? Ладно, не суть. Короче, чем-то мы их заклеили, коврами там обвесили. Вот, кстати говоря, я не знаю, Нави обрежет это или нет, но я сейчас это себе на вебке показываю, что вот у меня рядом стоит окно, оно довольно большое, и мы прибили к нему подушки, заклеили его, в общем, скотчем, и поверху еще плюс ковер повесили. Это на случай, если, ну, будет удар где-то рядом, я прям напротив него сижу, чтобы, ну, стеклом не задамажиться. Вот. Ну, вот так это началось для меня, и вот в такой вот суете мы думали, что делать, ходили в магазины, что-то закупались, стояли в этих очередях, думали, где наличку снять, потому что я на тот момент как раз-таки все на компьютер потратил, то, что у меня было при себе, и как раз-таки, ну, рассчитывал на те деньги, которые нужно было снять, но не получилось. Ну, вот такая вот история. Кирюха, ты? У меня была
ночная игровая сессия в Апексе. До часов, наверное, 5, может, 4. Я уже, честно, не помню точно. У меня те дни были без сна, и, может, какие-то события искажаются в моей памяти, потому что было очень трудно. Я не срал, не спал, не ел те дни, пока релокейтился. Вот. Но первый день заснул я где-то в 5 или в 4, в 6 проснулся. Началась вот эта война. Первым же делом посмотрел в окно, что происходит. И была просто уже огроменная какая-то пробка, которая выезжала из Киева. Я подумал, ну вот, значит, я уже не выезжаю, походу, сегодня. Пошел в магазин, накупил еды. Кстати, очередей у меня в магазине не было вообще. В целом было мало людей на тот Это какой-то момент. большой супермаркет или какой-то маленький магазинчик? Маленький магазинчик был. Вот в этом-то и Но в фишка. У меня супермаркете, тоже. по-моему, тоже не так много было людей, кстати. Вот как раз маленькие магазинчики, они как-то, о них мало кто знает, поэтому там и очередей нет не так много. А вот в супермаркеты, эпицентры, я просто сама ездила, там было очень тяжело. Вот мне еще родители писали. У нас был договор, что вот если они что-то увидят, какую-то новость, то сразу же мне звонят. Потому что мама просыпается очень рано с папой. Брат тоже мог быть на работе в тот момент. Я не помню, если честно, писали они мне тогда или звонили, потому что очень много чего забыл уже реально с того времени. Потому что находился в каком-то диком стрессе настолько, что уже ни на что внимания не обращал. Я, по-моему, и не спал очень долго. Я тогда, вот, получается, поспал час или 2. Все началось. Потом еще одну ночь я не спал. Сидел в подвале. Потом вышел из подвала, попробовал поспать, не получилось. Потом еще раз, что ли? Короче, я не помню. Но я очень долго не спал, и поэтому я очень плохо помню все. Но было херово, помню точно. Как будто в космосе летал мыслями. Не мог собрать ничего. Очень трудно было. Мне помогали родители решить, помогали друзья решить, что делать. По итогу заказал автобус, который опоздал еще на час. Я потом еще в метро прятался, потому что рядом то ли ПВОшки лупили. Я не эксперт, не разбираюсь. Я просто видел очень много военной техники на тот момент. Это уже, наверное, можно же говорить, да? Это месяц уже прошел. Вот, очень много военной техники видел. Может, ПВОшки стреляли, может быть, снаряды падали. Но я сидел в метро и трясло снаружи конкретно. Были грохоты, были шумы. Прям очень близко лупасило. Автобус опоздал на час. Я уже подумал, что все, не приедет. Заказываю такси, и мне звонят, говорят, автобус приехал, где вы? Я такой, ну ничего себе. Сел в автобус, еще 1,5 дня ехал, тоже, по-моему, кстати, почти не спал в автобусе. И вот, наверное, первый момент, когда я уже более-менее нормально выспался, это когда я приехал во Львов. Меня приютил Арти. Я наконец-то поспал в кровати. Это так приятно. Счастье оказывается в мелочах. Я 100%. поспал в кровати. И на следующий день уже был мой автобус до Польши. Я могу выехать, это гражданин Беларуси, ведь я не попадал под мобилизацию, и поэтому выехал спокойно. Но автобус мой опоздал на часов, по-моему, 10 точно. Я сидел вот на вокзале и ждал, или как это, автобусная станция, не знаю, не помню, как это называется. Автовокзал. Ну да, наверное, да. Сидел и ждал там 10 часов, потом вот еще 1,5 или 2 дня ехал уже до Кракова. Насколько сложно было тебе уезжать из Киева? Тем более, вот ты накануне отпраздновал новоселье, купил себе квартиру. Насколько сложно было принять такое решение? Ну, в такие моменты как-то не очень о вещах думаешь. Тут уже нету никакой зоны комфорта. Тут на улице война, и надо думать не о вещах, а о том, как спасти себя, как-то обезопасить. Плюс со мной еще человек, за которого я отвечаю. И приняли решение уехать. Это не было такого, что вот прям очень жаль квартиру, чего-то такого не было. Сейчас есть, конечно, жалко, но будь что будет уже. Надеюсь, когда-нибудь вернусь в нее.
Надеюсь, она будет цела, Я что уверена, что все. орки не расхреначат ее. Я уверена, что все будет хорошо. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты добирался до Польши. Точнее, были ли у тебя какие-то, может быть, проблемы, либо какое-то странное отношение из-за того, что у тебя белорусский паспорт? Нет, не было. Вообще ничего такого не было. Я видела, что в Твиттере ты написал о том, что тебе дали какие-то снеки, печенье. Ты хоть и не просил... Да, было такое, было. Сидел в автобусе, постоянно приходили, приносили гуманитарку, и в один момент мы не особо гуманитарку брали, потому что у нас была еда с собой какая-то заготовленная. Кстати, почти ничего не ел, не было желания есть абсолютно. Но очень сильно мечтал о коле какой-нибудь или о бургере, прям очень сильно мечтал об этом. А в один момент зашли просто девушки и говорят, это вот друзьям-белорусам. И дали нам, я не помню, что они именно дали, по-моему, печенюшки дали, какую-то газяву и бутерброды, точно не помню. Ну вот было такое, друзьям-белорусам. Ребят, вы в целом с самого первого дня активно рассказываете о войне в Украине в своих соцсетях, в частности в Твиттере и в Инстаграме. Как подписчики, фанаты реагируют на вашу позицию? Приходилось ли спорить, ругаться, банить кого-то? Есть две стороны. Есть те, которые, даже, наверное, три, есть те, которые, просто вне зависимости от ситуации поддерживают тебя и слушают твою позицию молча. И есть те, кто просто задает вопросы, пытается там разобраться, а есть те, кто просто, не хочет, скажем так, слышать тебя и просто, какой-то хейт в твою сторону или там в сторону твоих друзей высказывают, вообще не думая. Наверное, для медиапространства это стандартный процесс, что есть сколько людей, столько и мнений. Но именно спорить я не особо любитель, потому что если человек хочет узнать что-то, разобраться, он может посмотреть информацию из разных источников и найти для себя свою правду. Убеждать человека тяжело. Я недостаточно квалифицирован, чтобы там убедить кого-то в чем-то. Я тоже стараюсь не спорить, примерно как Хроня. Вот, но да, много сталкиваюсь с этим. Очень много перебанено людей на моем Твиче, очень много в группах перебанено, в телеге. Но есть еще такой момент, что вот примерно когда начиналось все, очень какой-то подозрительно большой приток у меня был аудитории в этом ВК. Угу. Так что там примерно все было понятно. Мне кажется, вот как начались эти события, началась война, я забанил больше людей на своем канале, чем за все время, пока я стримил. И это и в Дискорде все ушли. Я просто, не знаю, мне задают вопрос, как у тебя дела? Ты начинаешь говорить, что, дела не очень. А они не очень. Вот происходит такое-то, такое-то. Там повреждена квартира моего брата. Я это все рассказываю, они говорят, Максончик, ты классный парень, давай не про политику. И это говорит тот человек, который спросил, как у меня дела. Я говорю, слушай, тогда не задавай мне этот вопрос, тогда не спрашивай, как у меня дела. При чем тут политика? Я говорю, это касается лично меня, моей семьи, это касается всех моих друзей. Я не знаю ни одного человека, который остался у себя в доме на это время. У меня очень много друзей с Ирпени, с Бучи, с Гостомеля. У меня очень много друзей с Киева. Все эти ребята уехали. Ребята из Бучи потеряли свое жилье. Ребята из Ирпени потеряли свое жилье. Чуть не погибли там. И когда это происходит непосредственно с твоими очень близкими людьми, с которыми ты вырос, с которыми ты полжизни своей сознательно провел вместе, и за которых ты переживаешь, ты как бы не хотел от этого абстрагироваться, как бы не хотел эти темы не поднимать, я не могу их не поднимать. Сейчас я пришел к тому, что я не буду никого переубеждать. Мне кажется, что это просто бессмысленно. Вы просто поругаетесь, и на этом все закончится, и ты просто банально сам себе испорчишь настроение на весь день, потому что у меня такое ощущение сложилось, что эти люди не хотят узнать правду. Они просто, не живя здесь, пытаются тебя переубедить в том, что я вижу на собственные глаза.
и что происходит вокруг. Это для меня максимально дико, максимально непонятно, и я не особо вижу смысл с такими людьми общаться, в принципе. И по поводу хейта, в Дискорде, когда я ничему не призывал, никого не хейтил, кроме русских военных, разумеется, ам, эти люди ассоциируют себя с ними. То есть я пишу про какие-то ужасные вещи, они обижаются, ассоциируя себя, ну, с максимальным просто мерзавством, которое происходит. Если они себя с ними ассоциируют, значит, ну, это не моя аудитория, я не хочу, чтобы она была у меня. Если они поддерживают то, что происходит, я не хочу с этими людьми ничего иметь общего. И слишком много было хейта. Вот особенно в первые дни. Из разряда, вот просто, ну, цитирую: «Хохлы, сдохните, мы вас все спасем». Как я могу на это отреагировать, кроме как дать бан? Или фразы там по типу: «Слушайте, не бойтесь русской армии, она вас спасает, вас бомбят нацисты». Ну, мне кажется, что эти люди просто опасны для общества, и если они так считают, если они в этом прям убеждены, я не вижу смысла с ними, в принципе, коммуницировать, потому что ты их не переубедишь, они в этом убеждены просто на 100%, и так, мне кажется, работает психология человека. Все хотят быть на стороне добра. Они искренне верят в то, что они есть добро, и то, что они его несут. Но эти действия говорят абсолютно об обратном. То, что сейчас происходит, это именно противосторонняя медаль добра, по моему мнению. Ну, на самом деле, это очень удобная позиция, пытаться верить в то, что на самом деле российские войска пытаются нам принести мир и добро, и все их тут ждут, и нас нужно освобождать. И вот я согласна с тезисом, что первое время многие думали, что они просто не знают правду. Вот сейчас выйдут любимые блогеры, стримеры, киберспортсмены, какие-то инфлюенсеры, начнут рассказывать, что, ребята, мы не сошли с ума все одновременно. У нас действительно в стране война, и войну развязала Российская Федерация, и нас не освобождают, нас убивают. Мы уезжаем не потому, что мы этого хотим, потому что мы вынуждены. Мы просто спасаем свои жизни и жизни своих семей. В какой-то момент пришло осознание, что люди просто не хотят знать правду. Есть доступ к интернету, и, имея маломальские какие-то навыки пользования интернетом, ты можешь найти всю необходимую информацию. Мне иногда прилетали такие сообщения о том, что я там выставляю вот мой Киев сегодня. Мне пишут: дурочка, это Донецк. Я говорю: ребята, нужно просто 10 минут уделить, чтобы открыть карту и посмотреть. И вы эту локацию найдете на Google картах. Все, вам не нужно типа нигде рыскать, ничего искать. Это 5 минут. Ну и сообщения, да, очень много было разных моментов, когда от любви до ненависти один шаг, когда вы такие классные, мы так хотим с вами быть, и вот, ну, там, такая хорошая и так далее, потом опа, и уже понеслись угрозы. Но со временем ты начинаешь воспринимать это как в шутку, потому что если постоянно воспринимать это все всерьез, можно просто с ума сойти. А еще на фоне такого огромного количества негативных новостей. Вот, кстати, сейчас очень популярное понятие, которое все вдруг узнали, думскроллинг. Это когда ты очень много потребляешь негативной информации. Как вы справляетесь вот с таким объемом негативной информации? Да, наверное, просто ограничить количество источников, из которых ты потребляешь информацию, потому что, ну, очевидно, сейчас, особенно там за последние недели, произошло очень много там вещей, там, например, Буча, о которой просто, ну, все новости будут писать постоянно. Если постоянно скроллить и видеть эти фотографии, ну, это ужасно, это просто тебя в какую-то яму эмоциональную затягивает. И, наверное, просто, ну, я стараюсь лично, там, проснулся, почитал новости, и там, может, перед сном еще что-то почитал, а днем пытаюсь что-то сделать там, или поговорить с кем-то, или поиграть во что-то, ну, как-то отвлекаться, потому что, ну, невозможно постоянно вот это все читать, и просто делаешь себе хуже.
Да, нужно абстрагироваться. Ну вот, у меня самый такой сложный эмоциональный момент был, когда мы уже приняли решение уезжать из Киева. У меня мать в слезах была просто каждый день. Она, ну, невероятно истерила, она не могла никак успокоиться. И когда мы уже услышали автоматные очереди возле нашего дома, мы живем в частном секторе, и это ощущается еще более небезопасно, когда вот, ну вот, как бы это правильно сказать, когда ты в квартирах, как будто бы, вот я с братом, да, об этом Как общался, будто как бы будто вас нету много. такого большого риска, что они прям тебе сейчас придут, знаешь, в дом. А мы Мгм. еще и находимся так территориально возле Пущи Водицы, где на тот момент было очень много бомбежки, было очень много автоматных очередей, там ДРГ работали, и в общем, это было все максимально жутко. И когда вот именно услышали мы уже автоматные очереди, какие-то пулеметные очереди, а, мать тогда вообще не могла успокоиться. Эта истерика переросла уже, ну, ну, я не знаю, в какую-то максимальную стадию. И мы просто, ну, собрали вещи налегке и на следующий же день с утра уехали. Не с утра, а под вечер. Мы перед комендантским часом, помню, приехали на вокзал. Мы не знали, куда мы едем. А, у нас нету знакомых на То есть просто Западе, да, на вы Западной просто Украине. собрались и уехали на вокзал, а там будет что будет. Да, просто будет, что будет. Собрались, да, приехали на вокзал, увидели нереально большое количество людей на вокзале, просто, ну, толкучку невозможную, все люди напуганы, все в ужасной панике, а, все подверглись террору и ощутили его на себе, вот, и ам, очень много, знаешь, таких, ну, максимально негативных моментов через себя пустил, спроецировал. И до сих пор это все вспоминаю, потому что люди все в панике. Многие забывают о человечности, многие могут себя как-то неправильно повести в таких ситуациях. Это все страшно, это все максимально деморализует, наверное, да, правильное слово тут будет сказать. И мы просто на эвакуационных поездах еле туда пропхались, еле туда разместились и поехали во Львов. Всю дорогу мы ехали где-то 14,5 часов. А, Ну, это очень утомительно, это очень сложно, когда, ну, вот просто битком забит поезд. Ну, это такие вещи. На это, я считаю, не стоит жаловаться. В принципе, я не знаю, зачем я это упомянул, потому что многим людям в этот момент было гораздо сложнее. Ну, это такой, знаешь, момент, наверное, максимального дискомфорта, и он накладывается на какие-то психологические переживания. Ты это все воспринимаешь еще там встроенным эффектом, и это все, знаешь, такой максимально негативный осадок оставляет на тебе. И, и да, и мы приехали, мы даже не знали, где мы будем жить. Мы приехали во Львов, а, начали всех обзванивать, еще по пути мы всем звонили, писали. Ну, было такое уже ощущение, что в Киеве сейчас вот-вот и начнется просто Армагеддон, знаешь, апокалипсис. Особенно вот в нашем районе это ощущалось, ну, очень-очень серьезно, когда уже снаряды попадали в наш ближайший магазин. А, Это, да, это не прикольно. И мы просто ам, поняли, что во Львове мы не найдем себе убежище. Никто не откликнулся, все места были заняты из всех наших знакомых. И мы начали двигать в сторону Ужгорода, это все в тот же день. То же самое, на такой же эвакуационный поезд. Ехали туда, также все забито. И мы просто по пути также всех обзванили, кто уже в стороне Ужгорода живет. И нас приютили в поселке. Так все совпало, что нам нашли дом, в котором никто не жил, там 2,5 года. В общем, вот мы туда заехали с семьей, и вот там мы это все время находились. Мгм. А когда вы уже переехали во Львов? Сколько вы прожили в Ужгороде, и когда вы решили переезжать во Львов? Ам,
Мы были не в Ужгороде, мы ехали в сторону Ужгорода, Ну, вышли в поселке, да-да-да. мгм, В общем, мы оставались в поселке. Я сам приехал во Львов, мгм, когда разработчики по Apex, электроники анонсировали, что, мол, ребята, мы уже не можем отодвигать турнир, он будет через 5 дней, а, делайте, что хотите, либо ищите себе замену, если играть не можете, либо приезжайте. Ам, Я сразу же написал Кирюхе Импульсу, говорю, слушай, ну, у него аудитория гораздо больше, чем у меня. У меня ее практически нету, особенно там из Украины, там, ну, может, человек 10 меня смотрит. мгм. Ам, Я написал Кириллу, говорю, можешь клич там дать у себя в телеге, что вот, ну, я нуждаюсь, в общем, в жилье. Там с компьютером как-то разберусь, с девайсами тоже. Главное, чтобы было жилье, откуда мне можно было играть с интернетом, все остальное придумается. Ну, наверняка найду способ. Ам, Он написал, и мне сразу отписался просто в ту же, наверное, секунду Генри. Это львовский чувак, теперь мой друг, который меня приютил. Он приютил Артика из Гамбитов, он Саню вашего приютил из Нави на первое время. То бишь, ну, такой, знаешь, э, покровитель апексеров, короче говоря, львовский. Вот. А, И по Он пути, крутой, он пока еще до я... этого поддерживал. Он в Краков даже, ну, когда Краков был 3 года назад, он еще тогда ездил болеть за нас всех. Мгм. Да, максимально классный чувак, и, ну, всем ему максимально благодарны. И пока я Мгм. ехал в поезде, я написал Хаосу из Нави, Мгм. Лёше. Говорю, слушай, вот такая-то ситуация, нам сказали, что нужно играть. Есть возможность занять у вас компьютер. Ну, неважно какого качества, просто, ну, хоть что-то. Желательно и монитор. Лёша пишет, не вопрос, Максон. Приезжай по такому-то адресу, там тебе Амиран все выдаст. И монитор, и компьютер. Харон, Дима мне выдал девайсы. Вот тут, кстати говоря, сидят все люди, которые мне в этом всем помогли. Ну, максимально так символически получается. И, и да, я приехал, получил комп, получил девайсы, все за день настроил и готовился к лиге. Вот так я попал во Львов. Лига шла 6 дней, я там был 8 или 9. Отыграл, вернул компьютер, вернул девайсы и поехал обратно к семье, в поселок. Ой, я только могу представить, какие у тебя были эмоции, когда ты возвращался в Киев, увидеть свой город другим, таким, не знаю, что ли, боевым. Я вот когда ездила в Киев, я очень переживала, что он будет таким, знаешь, унылым, суровым, каким-то таким очень грустным, что люди будут какие-то обозленные, все вот в теме того, что мы в войне, но оказалось все по итогу наоборот. Киев очень прям такой боевой, по-боевому настроен. Вот, кстати, у меня вопрос, Дим, наверное, к тебе. Ты живешь во Львове, ты никуда не уезжал, и, очевидно, за эти 2 месяца Львов очень сильно изменился. И в плане того, что появились блокпосты, и все стало по-другому, и очень много людей. Да, на самом деле я не особо выходил из дома, в принципе, потому что я болел короной, и, наверное, уже месяц у меня до сих пор какой-то кашель и последствия. Поэтому я стараюсь особо не выходить. Я вот только вот вчера, вот как раз с Генри и Артуром Артика выбрался в центр, там погулял, поддержали малый бизнес. Да, в принципе, все по-старому, просто очень много людей, именно приезжих. И но именно в центре город живет так же, как и раньше. Все вроде бы работает, и это приятно. В первые дни было больше какой-то паники. Были супер очереди там в магазинах, потому что все понимали, что, ну, мы со Львова, вряд ли до нас это дойдет. Но, опять же, были там пара ударов и по Львову. Поэтому люди пытаются себя обезопасить, тоже ходят в укрытие, тоже там заколачивают окна. Э, Ну, очереди, как я говорил, уже нету в магазинах, но в первые дни было много хаоса, было очень много машин, которые пытались выехать в Польшу. Соответственно, ну,
очень много было трафика. Наверное, все просто пытались выехать. И было очень много какой-то суматохи, непонятных вещей. Но для меня лично это, я просто сидел дома, пытался там поиграть вот и в пролигу, и там постримить, и отвлечься, и там с семьей провести время. И, в принципе, все. Ребята, вот какие у вас были, не знаю, первые эмоции, мысли в тот момент, когда вы приехали уже в безопасное место? Может быть, какие-то штучки, мелочи, на которые вы раньше бы не обратили внимания, в привычной жизни, в обычной, но сейчас они как-то вас растрогали, либо удивили даже? Я первым делом, когда приехал в отель свой, Мгм. в Польшу уже, я пошел принять душ, и что-то так, капельки вот так вот падали на меня, так приятно было помыться, что у меня аж мурашки были, и ноги подкашиваться начали. Я так приятно помылся, мне кажется, я никогда в жизни так приятно не мылся. Я был так счастлив. Казалось бы, да? Для счастья так мало нужно. Да. Макс, а ты? Очевидно, что когда ты приехал во Львов, на огромное количество людей, все работает, все открыто, люди гуляют в парке, рестораны, заведения, огромное количество машин. Мгм. Ну, я так скажу, у меня противоположный эффект был, потому что я с максимального комфорта, к которому я привык, я приехал, в максимально такой забитый поселок, еще и, там максимально спартанские условия были, это горы, это Закарпатье, там и снег и шел, и очень холодно было, отопление еле работало, мы там занимались 2 дня, в общем, тем, чтобы отопить жилье, купили насос, поставили, чтобы вода теплая была. Вот, и получилось там помыться у нас вот после поезда там только на второй день. И, ам, то есть максимально таких комфортных для себя условий я приехал, максимально такие хреновые. Но это ничего страшного, мы понимали, куда мы едем, мы понимали, ради чего мы это делаем, это не отдых. Как есть люди, да, которые себя так ведут и перебирают там жилье. Вот, условно, у нас был дом, в котором было 3 комнаты. И мы целый день готовили дополнительную комнату для беженцев из Одессы. Мы очень сильно для них старались, хотели им приготовить там теплую еду, в общем, чтобы они на все готовое приехали, там по соседям бегали, им там одеяло собирали, матрасы. И в какой-то момент они просто пишут, им хозяйка скидывает какую-то фотографию их комнаты или что-то в этом роде. Они говорят: о нет, мы сюда ехать не будем. По типу: слушайте, это слишком для нас плохо, мы привыкли к шикарным условиям, и мы, пожалуй, поедем в Ужгород и будем там снимать жилье за $2500. И мы такие: ну окей. То есть вот есть такие люди, которые бегут от войны, а ощущается, как будто они едут на отдых, Ну и да. не ценят ту поддержку, тот суппорт, который, в принципе, люди проявляют. Но в этом поселке, где мы были, с нами пришли поздороваться просто все соседи, все нам помогли. Кто-то нам помог с участком, кто-то с этим насосом, кто-то... Блин, чувак, у нас сосед свой телек нам принес, говорит: вам нужнее. Говорит: у меня, говорит, есть хороший интернет и телефон дома. По типу: чуваки, забирайте телек. Другие ребята там нам, еду какую-то приносили. В общем, максимально классно к нам отнеслись. И ничего страшного, что дом там не обжитый, да, заброшенный. Это все терпимо. В этом нет ничего страшного. Вот. И после таких вот условий, когда, знаешь, там душ, туалет на улице, приезжаешь во Львов и заходишь в теплую квартиру, идешь в теплый душ и такой: черт подери, как же это охеренно. И просто кайфуешь в этот момент и думаешь: блин, да, в натуре в мелочах счастье. Но оно не ценится, знаешь, потому что ты к хорошему привыкаешь. Да, Да, слушай, и к плохому тоже. Мы под конец там так уже привыкли. Мы уезжать не хотели. Думаем: блин, сейчас весна будет. Тут горы, тут красиво. Сейчас тут все расцветет, будет, будет прикольно. Ко всему привыкают люди. Ко всему.
Я согласна, потому что мы тоже какое-то время жили в Прикарпатье, и тоже было очень много снега, причем очень внезапно. И понятное дело, что когда мы уезжали, я, в принципе, планировала, не знаю, как вы, когда я уезжала с Киева, я планировала, что я буквально на пару дней. Ну, пару же дней пройдет, и все будет хорошо. Мы выспимся и вернемся обратно. И я была в кроссовках, у меня там было с собой штаны, худос Нави, лучший мерч в мире, он спасал меня все это время. И да, и вот мы тоже попали в не самые хорошие условия, и было и холодно, и не было воды, но ты в какой-то момент переключаешься на такие бытовые проблемы. Купить кастрюлю, купить какие-то штуки, там, дрова, что-то вот в таком роде. И как ты пытаешься абстрагироваться от всего, что происходит. Ну еще, кстати говоря, первое, что на что мы обратили внимание, когда вот мы с поезда вышли, идем там в сторону этого поселка, то, что мама заметила, говорит, послушай, как тут тихо. Ну, нет сирен. Ну, у нас тогда просто на районе, у нас самое такое активное было перед тем, как мы уезжали. Прям у нас тут, ну, максимально хаос творился, тут 2 или 3 дня. То есть было максимально шумно. И вот это вот она, знаешь, подчеркнула, заметила такой момент, что, блин, как же тут тихо. Ну, спокойно, знаешь. И это, ну, тоже многое стоит. Ребят, хочу с вами обсудить такую тему. Может быть, испытывали, либо, может быть, даже сейчас испытываете. Называется вина выжившего или комплекс выжившего. Когда человек испытывает какую-то вину за то, что он выжил даже в самых таких ужасных обстоятельствах. И иногда у меня такое бывает, что я думаю, что если помогаю, то мало. Вот нужно вернуться обратно, нужно помогать. И вот постоянно испытываю какое-то вот такое странное чувство, что я вот работаю в то время, когда ребята там где-то, может быть, не доедают, либо не спят. Есть ли что-то у вас такое подобное? Если да, то как справляетесь с этим? У меня, наверное, в первые дни было что-то похожее, потому что, ну, все мои друзья, в том числе Макс, Кирюха, они из Киева покидали, ну, свои дома, уезжали. Вот там Макс рассказывал, что он там в спартанских условиях живет, а я вроде бы со Львова, и, ну, у меня вроде бы все есть, я могу, в принципе, жить так же, как я жил раньше, ну, только там комендантское время, да. И немного как-то чувствуешь, что, ну, вроде бы ты мог сделать больше. Ну, с другой стороны, надо понимать, что каждый должен делать то, что умеет. Если ты можешь помочь словом, должен помочь словом. Если ты можешь поддержать материально, то ты должен поддержать материально. И мне кажется, ну, большинство украинцев готовы там отдать любые деньги, лишь бы помочь, и чтобы это все закончилось. И почти все мои знакомые этим занимаются. И да, оно так получается, что, ну, то, что умеешь, то надо делать. Я там не умею воевать, вот это вот все. Поэтому я постараюсь просто поддержать словом и материально. Но все равно остается какой-то осадок, что вот, а там вот люди могут жизнь отдать, да, ради таких там, как я. И это просто очень странное ощущение к этому. Я не был готов, и, наверное, никто не был готов. Надо просто как-то адаптироваться и жить дальше. Мне кажется, я тогда даже писал и тебе, Дима, и Кириллу, вот как раз-таки об вот этом вот фантомном чувстве вины, потому что мы уехали, оставив отца. Ну, вот этот момент очень сильно меня душил и до сих пор, прям максимально. И я на тот момент общался там с ребятами из своего комьюнити. Активировались, в общем, у меня в Дискорде тогда максимально украинские все ребята, все не знали просто, знаешь, вот, ну, каждому нужно выплеснуть эмоцию или выговорить о каких-то своих проблемах. И так случилось, что очень многие тогда это делали у меня в Дисе. И я старался всех поддерживать, и вот у меня было такое ощущение, что я их просто бросаю тут. То есть там и девчонки, и ребята, там кто с Бучи, кто с Киева. И вот такое было ощущение, что я как будто бы всех подвел, уехал. Но это да, это душит, это ну, неприятная очень такая тема. Просто бывали такие моменты, когда тебе пишут: Яна, ты выехала? Ты говоришь: да. И ты начинаешь сразу как будто бы оправдываться, что я выехала, потому что там родные, семья. И
человек пишет: да не оправдывайся, ты все правильно сделала, а как будто бы, да, ты действительно, типа, как будто бы сбежала, и вот как будто бы все неправильно. Кирюха, а вот мне кажется, может быть, я ошибаюсь, есть такое, бытует такое мнение, что когда ты находишься условно в Киеве, и в Киеве происходят взрывы, как будто бы чисто ментально людям, которые находятся в Киеве, им как будто бы легче переносить это все. Тем, кто находится условно там во Львове, немножечко сложнее. А те, кто находится вообще за границей, у них как будто бы X3. Вот что-то в таком роде. Может быть, ты... В плане проще или труднее, не понял? Наоборот, типа те, кто находится во Львове, как будто бы им сложнее, потому что они не находятся в эпицентре, а те, кто за границей, наоборот, еще сложнее, потому что они вовсе не в Украине. Ну, я тоже испытывал это чувство, но оно мне в целом кажется неправильным. Очевидно. Мне кажется, тот, кто сидит во Львове, не должен чувствовать вину за то, что он сидит во Львове, а не условно в Харькове. Мне кажется, это неправильно. У всех своей жизни, свои обстоятельства. Каждый должен заниматься своим делом. Да, все помогают как могут. И мне кажется, у всех, кто помогает, есть такое ощущение, что можно помогать больше, но... Ну, ощущение такое, да, короче, есть. Всегда можно помочь как-то посильнее, мне кажется, вот и все. Это ощущение не уйдет, даже если ты отдашь абсолютно все свои деньги, даже если ты отдашь свою квартиру и будешь сидеть на улице, все равно будет это ощущение. Ну, мне кажется, еще про взрывы и про вот это вот все лучше всего это понимают люди, которые именно выехали оттуда, потому что они это пережили. И если ты находишься в другой стране, и ты просто слышал или читал новости, все равно сложно осознать то, что происходит. И я, например, не могу там осознать то, что там происходило у Макса и так далее, потому что у нас во Львове вообще не на таком уровне это все было. А у них там чуть ли не каждый день всякая фигня происходит. Ну, кстати говоря, мне спокойнее в Киеве было. Да, переживал там, сильно за родных. Но вот даже сейчас я вернулся, я слышу очень много взрывов. Насколько я знаю, это не только ПВО работает, еще идет разминирование. И они прям, often, они довольно частые. Там, вот первые там дни, когда я приехал, там в диапазоне там 40 минут, взрывы я точно слышу. Но в любом случае дома спокойнее, когда, знаешь, ты рядом с семьей, когда все твои у тебя в визуальном контакте существуют, ты это воспринимаешь, намного проще, потому что, быть где-то далеко и за кого-то переживать, это хуже, чем быть рядом и тоже быть в опасности. Вот лично для меня, как оказалось, вот так. А когда вы решили вернуться в Киев? Когда, по-моему, когда российские войска решили поменять свои планы и ушли из Киевской области, освободив, и наши военные, когда освободили все вот эти киевские поселки, да, в Киевской области, мы еще где-то неделю просто наблюдали за ситуацией, просто думали, что делать, куда его податься. Очень много появилось вариантов там и в Хмельницкую область поехать, и в Винницу, чтобы поближе быть к Киеву. Там у меня друзья волонтерят, и они бы могли нас там возить там в Киев чуть что. Но просто потом приняли решение возвращаться домой. Честно, я не помню, какая-то дата, какое-то число. И вот я даже, знаю, сейчас не смотрю там на время, на даты. Оно как будто все так подразмылось. И, вот правда, не обращается вообще внимания. Там, я просто иногда в чате там у ребят спрашиваю, какое число сегодня. Хотя могу там, да, альтабнуться, посмотреть на правый нижний угол, но просто вот эта привычка контролировать то, где ты и в какое ты время, она куда-то ушла. Есть такое. Какие у тебя вообще были эмоции, когда ты вернулся домой, видел папу, свой дом? Да классная.
А, Сильно обрадовался, правда. Еще и друзья узнали, что я приехал, сразу приехали повидаться. Вот те, что волонтерили, там выживший мой друг из Ирпени сразу пришел увидеть меня. То есть там с ним тоже история очень жесткая произошла. Ну, очень рад всех был видеть. Это классное чувство. Видеть своих близких, рядом с ними быть. Я тоже хочу в Киев. Я прям послушала тебя и приуныла. Я просто, когда возвращалась домой, я зашла в свою квартиру, я за все это время ни разу... Ну, так, я, короче, себя сдерживаю, потому что я всегда смеюсь, что среди всей этой компании, в которой мы ездили все это время, у нас было 11 человек изначально, и я была как будто бы арестович на минималках, когда одна комната, где мы все умрем, нас убьют, уничтожат, новости 24/7. Во второй комнате, да, не-не-не, все нормально, можно в Киев возвращаться. А в третьей уже ребята выезжают в Польшу. И ты ходишь между всеми комнатами, такой местный арестович, пытаешься успокоить их, такой арестович на минималках. И я все это время ни разу не плакала, но когда я приехала домой, зашла в квартиру, увидела, в какой суматохе собирались и вещи, и все разбросано, и продукты, которые мы там готовили для возможного выезда, оставили на кухне. Я такая, так, все, ты не будешь плакать, ты вернешься, все будет хорошо. Поэтому у меня такие были немного странные эмоции, чувства. Но это добавило мне какой-то мотивации, что нужно возвращаться, и все будет хорошо. Кирюх, ты в Польше. Все еще находишься. Исходя из влога Нави, примерно понимаем, где ты находишься. Насколько тебе там комфортно, насколько тебе там хорошо? Вы там отыграли Про-лигу в Польше. Какие вообще эмоции, впечатления от Польши? Ну, наверное, лучше начать с того, что я очень хотел попутешествовать, когда ковид закончится, но это я бы не назвал путешествием, поэтому какими-то эмоциями я поделиться не могу, их особо-то и нет. Я не рассматриваю Польшу как место, в котором я могу пойти погулять куда-то или что-то такое. Я рассматриваю Польшу как место, где я могу временно пожить. Вот. Живу я у пингвинов. Они меня приютили, дали мне компьютер. Вот. Дали кровать, интернет. Тут мне хорошо. Лучше только дома. Ну вот, как-то так, да. А чем ты занимаешься в свободное от тренировок время? Да я ничем не занимаюсь, если честно. Я почти не выхожу отсюда. В основном только сижу. Если не стримлю, то просто валяюсь в кровати, может, смотрю кого-то, поддерживаю семью. Кстати, мне говорили, что какая-то есть интересная история о том, как ты узнал о родине папы. Ну, я хотел в Украине жить. Угу. И жил какое-то время уже до этого, снимал квартиру, но на тот момент я не стал делать вид на жительство, я просрочил тайминги, потому что не нашел способа легализоваться. Уехал ресетить тайминги, и помню, с родителями я что-то разговаривал, как бы мне там легализоваться, тому подобное. Родители накидывали варианты, и папа такой в один момент говорит, так я же родился в Украине, что ты паришься? Возьми просто мое свидетельство. Внезапно. Ну, вот так вот оно и получилось. Я такой думаю, ничего себе, раньше сказать, как нельзя было, что ли. А я помню, я знал, что он родился в Украине. У нас еще фамилия же украинская, Костев – это украинская фамилия, как оказалось. В детстве мы часто ездили в Украину с родителями. И на границе вот периодически такое всплывало, ваша фамилия смачно як сало. Вот так вот говорили, было прикольно. Вот. Я знал, что папа украинец, но забыл. Запомнился ли вам какой-то такой момент, либо там, пускай это будет выступление, цитата, какое-то видео, либо фото, вот самое дикое за все это время, ну, в рамках пропаганды? Ну, для меня самое дикое это то, что я не сильно замечал, я всегда думал, что это какие-то приколы, что люди реально настраивались по чуть-чуть против украинцев все время, что я был. То есть вот это вот, оказывается, не было шутками. Люди реально считают, что нацисты.
живут в Украине. Я никогда не видел ни одного случая вообще. Я всегда говорил по-русски, когда был в Украине. Мои родители всегда говорили по-русски. Никогда никто нас за это не щемил. Никогда никто нас не упрекал в том, что вот мы из Беларуси приехали. Никогда такого не было. Наоборот, всегда были дружелюбны. Я помню даже, вот когда я в последний раз приехал, я уже квартиру купил, и у меня что-то было с газовым котлом. У меня газовый котел в квартире. Мы вызвали... Как это называется? Кабанчик UA, я не помню. Вот там, где можно найти Реклама. человека, который может тебе помочь. Вот. И там был человек, эксперт в газовых котлах, я не помню, как они точно называются, но, в общем, приехал мужик и говорит: я вижу, что вы не местные, что вы не украинцы. Говорит: я подчиню, и чтобы у вас осталось хорошее впечатление, денег с вас я брать не буду. Вот как это работает, да? Здорово. Да, вот так вот произошло. Я такой: ну ничего себе, спасибо огромное, очень круто, все дела. Я рассказал эту историю в Телеграме, и мне говорят: ну да, конечно, кому ты тут, что ты чешешь, расскажешь глухой бабке. Да. Мол, такого не бывает. Ага. Такого быть не может, вот в такой манере. А я видел это было, это было очень круто, это было очень приятно. Тоже бывшая владелица квартиры, когда все началось, позвонила, спросила, в безопасности ли мы, все ли с нами хорошо, нужна ли нам какая помощь. А мы с ней до этого общались только когда вот, квартиру я купил там за 2 месяца до войны. С риэлтором тоже, которая вот помогала все это делать. То есть вот люди, которые были абсолютно отстраненные от моей жизни, я был отстранен от их жизни, и мы встретились с ними лишь один раз, когда заключали вот эти вот все договоры по квартире. Они тоже интересовались, как мы интересовались, как они, и это офигеть, это просто офигеть. Как сплочены люди. Сейчас очень сильно люди сдружились и сплотились. Я за это время познакомилась с таким огромным количеством людей с разных городов, не только Украины, но и, в принципе, и за пределами нашей страны. И прям восхищает, насколько люди отданы одной единой цели, насколько люди готовы помогать друг другу, поддерживать, подбадривать. Мне написал парень, с которым мы познакомились на турнире в Стокгольме. Просто на стадионе, когда был мажор. И он мне написал первые дни буквально: как вы там, нужна помощь, сможешь ли ты покинуть страну, тебе нужны деньги, как я могу помочь. Это удивительно, насколько весь Да, мир очень много сплотился. людей такую помощь предлагало тоже. Прям У вас очень вообще много. дружное комьюнити, насколько я понимаю. Угу. До сих пор вот есть парень, он в Польше живет. До сих пор он мне очень сильно помогает во всем просто. Ребята с Кингвин постоянно спрашивают, как я, все ли у меня хорошо, нужно ли мне что-нибудь. Потом еще есть тоже человек, Ксавьер, поляк. Говорит: если нужны какие-нибудь девайсы, если с твоими что-то не так, то пиши. У меня получилось так. Я взял с собой в первую очередь девайсы, вот как человек-киберспортсмен. Я, видимо, за самое дорогое цепанулся и забрал коврик, мышку, видеокарту. Говорит: если что-то не так, пиши. А у меня коврик стерся, и он принес мне ковриков штук 10. Говорит: выбирай, сколько хочешь, какой хочешь, бери. Радует. Да, это очень круто. Еще тоже вот я сидел в столовой, кушал, и у меня в один момент карточку перестала принимать. А что же случилось, интересно, верно? Перестала принимать карточку, но у меня на всякий случай с собой нал. И там мужчина польский видит, что у меня не принимает карточку, говорит: вы, говорит, из войны, с Украины приехали? Я говорю: ну да, с Украины приехали. Говорит: я за вас заплачу. Я такой: да нет, не надо. И заплатил сам. Ну, в общем, по всему миру, так вот можно сказать, поддерживают. Ну, либо не по всему, в Польшу точно поддерживают. Угу. Я вообще человек, знаешь, который играл в очень много дисциплин, где-то около 5 дисциплин у меня в жизни было. И такое ощущение, что все, с кем я когда-либо был знаком, с кем я хоть как-то какой-то контакт поддерживал в этих играх, вот все написали. Я не знаю, мне кажется, что мне написало там за 100 человек с предложением о помощи и жильем, и деньгами, и всем остальным. То есть, это очень классно, знаешь, это есть, такое чувство, что, существуют люди, которые, не оставят в беде, и
Ну, и это здорово. То же самое, кстати. Вот из Апекса написала... Это из Европы были люди в основном. Русскоговорящих почти никто из проплееров ребят не писал, но вот именно ребята там из Швеции, из Норвегии, Гнаски мне вообще каждый день писал. Я сижу и думаю, ну, Гнаски, расслабься ты. Каждый день мне писал. Предлагали жилье просто, наверное, 50% сцены. Там с Норвегии, с Америки говорили, если приедешь, говорит, будешь, у меня тут дом есть, можешь жить в моем доме в Америке, человек говорит. Знаешь, что мне первый написал, кстати говоря? Самый-самый первый, вот буквально бахнуло, я такой телефон открываю, и сообщение от Насвига говорит, чувак, я тебя не знаю, но я тебя знаю как игрока, типа я там за тобой слежу. Говорит, если у тебя получится выехать, у меня есть гостевой дом, он твой, я за тебя плачу, бери семью, просто приезжай, будешь в безопасности, говорит, сколько нужно времени, столько, ну, настолько мы тебя и приютим. То есть это чувак, по сути, которого, ну, я не знал лично никогда, с которым я никогда не играл, даже против него я не играл, он в американском регионе. Из 100 Thieves, да, он вроде бы? Да. Да, и, ну, это очень, знаешь, так как-то, ну, по-душевному, что ли. Да, Найсвик очень крутой, он мне тоже помощь предлагал. Понятное дело, что, ну, ни у кого там, я эту помощь не принимал, пока нету форс-мажора, ну, нельзя, знаешь, что-то просить, пока это действительно не необходимо. Да, злоупотреблять такими вещами, ну, точно нельзя. Ну и просто в любом случае всем максимально благодарен, кто поддержал, кто написал. Да, там тоже я когда в Польшу приехал, что-то я какой-то твит сделал, что ищу квартиру или что-то такое. И я не помню, если честно, что я написал. И в комментариях там, что Диего Саурс, что Найсвик, что Альбралеля даже начали писать, говорят, скинь свою карточку, мы тебе все оплатим, чтобы ты мог жить там нормально. Я такой, ну ничего себе, я даже не попросил об этом, ну спасибо, но отказался. Считаю, что сделал правильно. У меня финансы были. У меня была такая история, когда в Инстаграме написал парень, ну, мы не общались даже до этого, он написал, что вот буквально там неделю назад папе поставили диагноз рак, и он ищет очень дорогие медикаменты, которых, по сути, в той дозировке, которая ему необходима, в Украине вовсе нет. Помогите найти медикаменты, и, может быть, какой-то фонд, который сможет это оплатить. И я нашла абсолютно случайно парня, который договорился, он сам украинец, но он живет в Польше, и он договорился в Польше, и вот где-то, может быть, около недели назад они поехали в Польшу, они обследуются, проходят лечение, и все необходимые медикаменты он получит абсолютно бесплатно. То есть вплоть до Это очень проживания, круто. все бесплатно. И я разговаривала с родителями, говорю, вы представляешь, насколько папа удивился, когда 16-летний сын просто в Инстаграме там кому-то написал, и по итогу папа сейчас в Польше проходит лечение, все исследования и так далее, насколько люди стали вот очень как-то, не знаю, остро реагировать на любой необходимый там какой-то запрос помощи. Вот даже банально сейчас мы сегодня общались с ребятами, чтобы сделать нашивки для военных. И, казалось бы, нашивки — это не первая необходимость, но им это необходимо, они этого хотят, поэтому надо делать. Но давайте обсудим другую сторону медали. Наверняка Я, кстати, думаю, как раз таки, извини, я как раз думаю, вот такие вот истории, они помогают из вот этого вот бесконечного тильта выладить. Я только этим и спасаюсь, правда. Я очень устала из-за того, что я общаюсь с огромным количеством людей, из-за того, что у меня очень быстро уходит зарплата. Но это спасает и дает мне возможность как-то понимать, что как будто бы я причастна ко всему этому. Ну, не потому, что, типа, тешить свое эго, а понимать, что мы каждый на своем месте, каждый пытается как может, и у нас есть единая у всех цель — это закончить эту войну победой. Потому что вот раз у нас такой откровенный разговор, первое время я очень хотела в ТРО, но меня папа не пускал. При том, что я умею стрелять, обращаться с оружием, меня не пускал папа. И я очень сильно злилась. Я злилась, потому что я взрослый человек, а мне не дают возможность принять решение самостоятельно. Я очень сильно злилась, я очень сильно хотела помогать. Я не хотела уезжать вообще из Киева.
потому что я хотела быть там и помогать. И в какой-то момент это настолько дошло до какого-то апогея, что я даже перестала думать о том, а что будет с семьей. Ну, потому что всякое может произойти. И вот в погоне за каким-то вот таким вот невероятным желанием помогать, я потенциально могла бы потерять свою семью. И вот только когда я уехала, я уже это осознала. То есть вот даже такие бывают моменты. Но при этом всем я не унываю, я живу на ярости. Все, что не происходит, вызывает у меня ярость. Я просто живу на ярости, и этим питается мой организм. Я хотела с вами еще обсудить другую сторону медали. То, что люди помогают, и все настолько отзывчивые и доброжелательные. Все же есть наверняка люди, в которых вы разочаровались, которые высказали свою точку зрения, и она не совпадает с вашей. И, возможно, вы с ними перестали вообще общаться. Да это огромное количество людей, я думаю, в жизни каждого сейчас человека. С огромным количеством людей перестал общаться я. В целом моя семья с огромным количеством людей тоже перестала общаться на этом всем фоне. Да, ты знаешь, что в первое время разочаровываешься, думаешь, блин, тебя так много вещей сближало там, да, и делало там этого человека там твоим либо другом, либо просто ценным каким-то товарищем там или просто близким. А тебя, ну, ты от этого разочаровываешься, а потом со временем понимаешь, ну, все-таки не такой он тебе и друг, если вот у него такая позиция, если он не понимает, что сейчас с тобой происходит, если он не готов тебя поддержать, ну, идет какого-то рода отсеивание, наверное, ненужных людей в любом случае в твоей жизни, которые тебя не понимают и которые, ну, не поймут, скорее всего, никогда. Правильно же говорится, что друг познается в беде, верно? Наверное, вот максимально подходит. Да, но еще ко всему этому добавляется, что иногда ты общаешься с человеком, и ты не знаешь, что у него на уме, и тоже сейчас непонятно очень много моментов, потому что есть же люди, которые отмалкиваются просто, и ты не знаешь, или хотят усидеть на двух стульях, скажем так, и просто пытаешься с такими тоже не общаться, лучше общаться с проверенными людьми и так далее. Согласен, Димон. Это, ну, потому что для нас сейчас это максимально все принципиально. Это, ну, непосредственно нас всех касается. И, ну, вот К эта вот сожалению, это так, да. двоякость, вот это на двух стульях, это сейчас не работает. Да, позиция Да. «нет мира» уже не работает. Сейчас нет, просто, войны. ну, наверное, чаще всего, ну, я думаю, у Макса и Кирюхи, да, и у тебя тоже таких ситуаций много, что просто человек может говорить тебе лично, да, там в сообщениях одно, а публичная у него позиция будет совершенно другая, и ты, ну, это как-то в Да, данный и момент вообще не либо воспринимается, и ты не знаешь, ну, ты не хочешь разбираться, там, с кем он честен. Да, не хочется анализировать вот Ты это вот просто всё не большое. хочешь вообще в этом быть, ты просто говоришь «до свидания». Ну да, потому что тебе пишут одно, вроде как поддерживают, а там и при этом условно занимают совершенно противоположную точку зрения, чтобы не распугать там свою либо аудиторию, либо какой-то свой круг общения. Хотя вроде бы, ну, это максимально принципиальный момент, и ты должен или должна понимать, что это не шутки уже давно. И это очень серьезная вещь, которая по итогу повлияет, в принципе, ну, на жизни всего региона, не только Украины. Сейчас все в этих событиях будут вариться, и очень многие года, мне кажется, это все расхлебывать. И, ну, мне кажется, что тут, ну, необходимо проявлять какую-то принципиальность. И Ну, надо просто признать, что, ну, мир поменялся, да, и так, как прежде, уже не будет. И ничего с этим не поделать. И это при том всем, что вот у нас такая позиция сейчас, при том всем, что мы, слава богу, никого не потеряли. И уже сейчас такая позиция. Либо ты называешь все своими именами, говоришь как есть, либо, ну, наверное, нам с тобой не по пути. Я даже боюсь себе представить, что испытывают люди, которые кого-то потеряли на этой войне, и какие у них вообще эмоции и отношения в целом к людям. Вот, кстати, хотела с вами обсудить, в частности, санкции.
И я обратила внимание, что многие воспринимают санкции, не понимают, что санкции – это не русофобия, это возможность влияния и давления на государство. И многие думают, что санкции как раз нужны для того, чтобы каким-то образом навредить именно народу. Очень много кто не понимает в целом, что санкции еще нужны для того, чтобы, вот условно, почему забанили российский регион, нельзя играть именно из России. Потому что деньги потом пойдут в российский банк. С этого российского банка выплачиваются потом налоги, которые идут на спонсирование вот этой войны. Это же по большей части, как мне кажется, для этого делается. Нет? Может, я не прав? Ну, все верно, да. Да. Это же не делается в честь того, чтобы там поддержать украинских игроков. Это делается для того, чтобы не спонсировалась война с карманов игроков. Потому что там же тоже не маленькие суммы идут на налоги после турниров. Мне кажется, это так работает. Ну, и много кто этого не понимает. По сути, это как рычаги давления. Это как рычаги давления, влияния на правительство РФ для того, чтобы прекратить эту войну, прекратить делать то, что они делают, выводить свои войска и закончить эту войну, в конце концов. А многие почему-то считают, в частности, те, кто мне пишут, понятное дело, что там разный возрастной диапазон, но в любом случае очень многие пишут, что... И даже вот вы наверняка видели всю эту истерию в соцсетях, когда люди стали резать свои сумки, выкидывать свои там девайсы. И, конечно, это максимально глупо, потому что человек за него уже заплатил, поэтому... Мне всегда с этого смешно было еще... В 2020 году, я помню, смотрел, как люди Несквик высыпают в лужи. Я думаю, ну ты ж купил его, зачем ты высыпаешь? Какая уже кому разница, ты купил Несквик? Я думаю, что как раз цитата кого-то из компании Несквик, они такие сидят, там, who cares, мне не важно, ты уже его купил. Просто я помню, меня очень сильно стригерил актер из сериала «Универ», не помню, как его зовут. О, у меня прям такая злость была. Я думал, я от серии 100, может, этого «Универа» смотрел, когда он еще по ТНТ, что ли, шел. Я по телеку включал, смотрел, думал, ну, прикольно, нормально. А он такой чел оказался. Мне кажется, даже если бы получилось так, что я вдруг поддерживал бы, я бы все равно подумал, ну, ничего себе ты, конечно, ты мужичок, такую херню несешь. А что Я не произошло? понимаю вообще, в какую сторону он воюет и что он пытается сделать. У меня конкретная злость была на него. Я ну да, такая позиция, позлился что тогда очень жестко. Санкции, ничего страшного, закрыли, ничего страшного, магазины позакрывали, ничего страшного. И я выставила в сторис пост о том, что это максимально глупо, и не через призму восприятия ситуации как украинки, а это просто глупо. Есть статистика, и она непреклонна. То есть то, что там магазины и разные заведения быстрого питания, они были популярны, это факт. И мне написал парень по типу, что он патриот своей страны, он имеет право поддерживать. Да, но это глупо. Просто в какой-то момент закрыли все эти заведения, пускай на время, пускай не навсегда, но эти люди, они будут искать работу по итогу. И они придут к тебе и будут пытаться, чем больше предложений... Да ему насрать будет, я уверен. Многие не понимают, в какой-то момент все стали такими прям какими-то принципиальными патриотами, как-то прям показательными, вот я буду ходить. Ну, он-то понятно почему, он-то понятно. Все пытаются Но там, чтобы ребята понимали, он такие фразы выбрасывал. Да этот Макдональдс, там же бургеры, говорит, невкусные. Вот у любой бабули заходишь, она тебе... Бабуля во дворе подходишь, она тебе котлетку на хлеб ложит, и ты кушаешь, думаешь, вот это жизнь, вот это класс. В H&M вот эти футболки говно рвутся, а вот у меня друг, он свою одежду шьет, там чуть ли не нитками сам рассказывает. Что ты дебил, чисто сидишь. Ну да, снимает на iPhone в AirPods. Да. Про санкции еще много... я слышал много жалоб в сторону, что вот там плохие закрывают там Инстаграм и Твиттер, потому что мы все-таки в интернет-пространстве больше времени проводим. Но ведь, если я правильно понимаю, это российское правительство само себе закрыло доступ там своим пользователям и в Твиттер, и в Инстаграм, но при этом люди все равно жалуются, что, мол, Запад... плохой, Запад против нас, русофобия, вот это вот Они все. Они же еще до февраля там писали, что если у вас не будет офиса на территории России, то вас не будет на территории России. Куча кто тогда ушел. Да, и
Я, наверное, больше даже поднимаю себе настроение, смотря таких людей, которые, ну, просто там, вот, как говорили, там, сумки режут, вот это вот все делают на камеру, при этом сами там одеты в эти все западные бренды. И, ну, это очень странно. Непонятно, чем это все закончится. Это и смешно, и грустно одновременно. Какой-то такой популизм. Ну вот, и не знают, как уже, ну, не то чтобы примазаться, но вот, ну, как-то так сделать, чтобы все увидели, что вот я максимально правильный человек. Вот, кстати, раз мы заговорили за этого актера, вы наверняка смотрите контент российских блогеров, стримеров, игроков, инфлюенсеров, в конце концов. Приходилось ли вам от кого-то отписываться из-за позиции «нет войне» или из-за того, что они просто отмалчиваются? Если честно, я не отписывался. Просто, наверное, я стал меньше смотреть Мгм. каких-то стримеров и так далее. А в целом, наверное, первые недели, может, первые дни, мне кажется, я и все украинцы, там, стримеры, блогеры думали, что российская часть всех блогеров и стримеров будут помогать нам и пытаться донести информацию. Но, думаю, спустя неделю-две уже все поняли, что это, скорее всего, исключение из правил, когда российский стример или блогер прям сильно помогает и пытается свою позицию высказать. А остальные или боятся, или просто, ну, им пофигу. И в итоге, ну, я лично особо не смотрю, я больше по ночам смотрю стримы, поэтому я там потребляю какой-то американский или европейский контент, который по ночам производится на Твиче. Я лично подписался только тех ребят, которые начали стримить политику. Там раздел есть политика, и они Мгм. прям очень жестко втапливали за спецоперацию. Вот от этих ребят я отписался, конечно. И это вот, ну, очень дико наблюдать, потому что вроде бы не хорошо знаешь этого человека, но косвенно ты с ним знаком, там иногда на стримы заходил, и, ну, казался тебе, знаешь, таким максимально приветливым, хорошим чувачком, и который, ну, вроде бы как с виду там, ну, никому зла не пожелает, а там сидишь, это все смотришь, и там через слово просто, ну, чуть ли не призывы к каким-то, ну, максимально жутким вещам. И вот эта вот распирающая гордость за то, что происходит сейчас в нашей стране, от того, что это вот праведное дело, от того, что они тут такие молодцы. Кстати, был, Кирюха, к тебе вопрос. Ты сказал о том, что ты хотел после ковида попутешествовать немного, но, насколько я знаю, ты еще хотел завести себе собачку. Да, я уже думал. Странно на самом деле, что я на тот момент уже еще не завел ее себе. Мгм. Но, наверное, хорошо, что не завел. Не очень хотелось бы, чтобы собака стрессы такие переживала с маневрами по городам и странам. Ну, у вас там был какое-то время Один. Один, да, знакомый с этим молодым замечательным псом, чабакой. Чабака. А какой ты себе Вот. хотел чабаку? Какой породы, может быть, присматривал? Думал насчет лабрадудля. М. Вот у меня пудель у родителей живет, это моя собака живет у родителей, правда. Получилось так, они заботятся о ней лучше, чем я, поэтому она с ними. И она пудель. И она очень крутая, очень умная, и я бы вот хотел, чтобы рядом со мной вот тоже была постоянно крутая, умная чабака, как моя, которая живет с родителями. Я подумал, что вот пудель, а почему бы и не лабрадудель? Что-то между лабрадором и пуделем. Я так подумал, ну вот было бы прикольно. Наверное, после войны сразу же себе заведешь песика. Да, хотелось бы, конечно. Кстати, вы Придет обратили... время обязательно. Я не знаю, может быть, как у вас, но у меня есть такая штука, что вот те какие-то мелочи, которые я планировала до войны, я поняла, что нужно было это делать, и я такая, вот только закончится война, вот эти все мелочи, которые ранее не имели смысла, сейчас при этом имеют максимально огромный смысл. Я хотела себе всегда кота, потому что я с детства росла среди животных, как бы странно это сейчас не прозвучало, но я хотела себе кота.
Я такая думаю, да, ну кот, я на работу, он будет скучать. А сейчас я понимаю, что как только вот даже сейчас выпадет возможность, я увижу на улице кота, либо где-то увижу сообщение о том, что вот мне попадется прямо на глаза, что вот нужен кот, точнее есть кот, нужен хозяин, и такая, вот этот хозяин перед вами, это я, прошу любить и жаловать. И хочу сразу же себе взять кота, и пускай мы там будем с ним путешествовать по всей стране, но вот будет спортивная сумка, и вот тот кот будет, вместе будем с ним, не знаю, сбегать, надеюсь, не придется, но очень хочется кота, и назову его... Я даже думала, как его назову. Я видела, что ребята забрали собаку и назвали Буча. Такое, конечно, громкое название для питомца. Как-то вроде и очень символично, а с другой стороны, ну, сложно представить, что Буча может ассоциироваться в данный момент с какими-то такими теплыми, хорошими эмоциями. Макс, у тебя же тоже есть песик. Да-да. Пес Нет? моего брата. Да-да-да, Она- есть собачка. Собака моего брата, но живет с нами уже Мгм. давно. Я даже не знаю, что это за порода. Это, я так понимаю, помесь чихуахуа с какой-то дворнягой. Но она очень классная, такая ласковая и Там питбуль реальный. да-да, но слишком запугана. И без событий она такая, знаешь, всегда в угол забьется, дрожит, совсем маленькая. Ну, ее никто в жизни не обижал, не знаю, почему такое она получилась. То есть сильно запугана. И вот в этих событиях она прям вообще себе места не находила. Прям, ну, на голову залазила, знаешь, она боится, прыгает на тебя на руки, на голову лезет, там, скавчит и хэкает, в общем, ну да, такое. А так-то, блин, я бы себе овчарку снова хотел. О, Овчарочка прекрасно. была, 14 лет со мной прожила. Это, это классная собака. Тут должен быть мем про овчарку и Макса. Ну, помните, мем такой ходил, там, овчарка... Я сейчас скину вам, Вместо 1000 слов. Знаешь, Секунду. ты когда ты сказала, что ты помнишь чихуахуа и какой-то дворняги, я вспомнила вот эти вот мемы, когда ожидание, ты покупаешь чихуахуа, ожидание и Да-да. реальность, когда она вырастает. Но, блин, вот эта собака поприкольнее, чем чихуахуа. Я вообще не люблю маленьких псов. Ну, я бы не заводил себе такую собаку. Это брат завел в квартиру, потому что, ну, с большим псом там, ну, некомфортно. Но если бы я собаку брал, я бы... Простите, я увидела мем. Ты подумай еще раз мем посмотри. Максим. Да, я помню, это помню. Блин, это типа не видать мне овчарки, да? Не видать мне овчарки, получается. Ну, блин, ну почему бы нет? После войны, мне кажется, что много кто заведет себе животных, даже тех, кто не планировал и не хотел в целом. Да, они же помогают со стрессом. На самом деле очень тоже печальная история по поводу того, как многие люди в панике обращаются со своими питомцами, как они их бросают в своих квартирах, уезжая, просто оставляя, по сути, на погибель. Как у меня много соседей, ну, действительно много, просто уехали, оставив своих собак в вольерах, в своих, ну, на своих там частных участках. И вот пока нас не было дома, отец как раз-таки их всех кормил, старался там, ну, за всеми как-то поухаживать. Но вот это немножко такие вещи, они тоже сильно разочаровывают тебя в людях. И ты думаешь, ну, ё-моё, ты его взял, это часть твоей семьи, ты за него в ответе. Как ты можешь его бросить? Особенно, когда вы выезжаете там 2 автомобилями, вас там 2, пакуете, суки, свою плазму, пакуете мебель, а собаку оставляете. Ну, это надо быть полными ублюдками, я считаю. Ну, плюс это такая тяжелая смерть от голода, они же очень сильно тоскуют, и нечего кушать, и я искренне не понимаю людей, которые... Ну, у меня даже, наверное, не было момента задуматься о том, у меня у папы и мамы 2 собаки, причем обе старенькие, обе больные. Даже на секунду не было мысли о том, что они могут их оставить. Ну, вот, типа, родители ассоциируются с тем, что вот они приезжают вдвоем и плюс 2, вот, все, вот 2 маленьких комочка, они приезжают. Очень тяжело представить, что оставить дома
животное в таких условиях, Ну, я не да, понимаю. да. Особенно в В целом квартирах непонятно. закрытых. Это ладно еще в частном секторе, там, Ну знаешь, да. открывают калитки, просто выпускают, и там что с ней будет, то будет. Это еще ладно, но там в вольере оставить, попросить там соседей, чтобы поухаживали, это ладно, но в квартирах оставлять это уже просто за рамками. Ну, я не знаю, я не кровожадный человек, но мне хочется, чтобы они вернулись домой, увидели своего мертвого питомца, и чтобы совесть этих людей преследовала, ну, очень долгое время. И чтобы они себя спокойно не чувствовали. Ну, мне кажется, что они на это заслуживают. В целом непонятно, какие оправдания такие люди придумывают. Потому что как Они их будто бы тут найдут, оправданий видишь, да. никаких не может быть, кажется. Ну, люди А, находят оправдание всем своим мерзким делам, как правило. Но я читал очень много таких моментов. Вот условно даже у нас в ЖК кто-то оставил котов в квартире. Что сделали ребята? Они достали глазок. глазок вот этот вот в двери, засунули трубку и вот так вот кормили, поили, все там с котами мяукают, все хорошо живут. Макс, честно Это признаться, очень важно. мне кажется, что люди, которые уже пошли на такой поступок, чтобы оставить животное на голодную смерть, ну, как минимум голодную смерть у себя дома, мне кажется, что, наверное, они не сильно осознают, когда приедут обратно, увидят, что оно мертвое. Я тоже думаю, да. Да, да, Потому наверное, что да. изначально ты, когда делаешь, ну, вот так поступаешь, то, в принципе, ты Ты уже понимаешь, что будет. Я просто недавно видела видео, где заходит абсолютно нормальная квартира, все отлично, видно, что ребята неплохо живут. Они заходят и начинают искать своего кота, как бы кот. Это вот это маленькое, это кот. Как бы почему кота, когда огромная собака, я не понимаю в любом случае, но это же вот такой маленький кот, он сядет тебе на руки, и ты поедешь. Нет проблем на границе перевести, все нормально, но оставляют животных, и для меня это максимально непонятно. Там люди забирают кто-то попугаев, и я знаю историю о том, что в Мариуполе у меня у друга остался папа. Вот такой же принципиальный папа в Мариуполе. Остался папа, выехала вся семья, папа остался. Ему принесли попугая, маленького попугая, чтобы он за ним ухаживал. И вот они вдвоем с попугаем находятся в Мариуполе. Это, конечно, разрывает мне мозг, почему человек не уехал, и вроде как он до сих пор живой, по словам соседей. Но вот с попугаем, с черепахами люди забирают черепах и выезжают. Мне написал парень из Нави, он разводит пауков. И он мне написал, говорит: Яна, ты будешь ехать, можешь забрать моих питомцев? Я говорю: кого? Он такой: пауков. Во-во-во-во. Тогда я, наверное, с ними останусь в Киеве, потому что меня не возьмут в машину. Но он вот даже в бомбоубежище, он там за ними беспокоился, опекался и переживал, чтобы они как-то не сильно переживали по поводу того, что происходит сейчас вокруг. Так тут опять же даже далеко ходить не надо. ЛСОР с Кристиной забрали, с 2 котами поехали, с черепашкой, и еще кот мамы был. Вот, и они вот такой вот, как бременские музыканты, можно сказать. Да, это просто мы Вот так в вот и ответе за тех, ездили. кого приручили. Дима, у тебя есть котик, собачка? Может быть, у Да, семьи? есть кот, у меня всю жизнь всегда были коты. И М. один, я даже помню, был старше меня на год. Он 17 лет прожил, и мне было очень грустно, когда там в старших классах У вас была кошка дедовщина, что он умерла. старше, и поэтому ты ходишь Да, на да, лоток? кошка меня гоняла, реально, мне было страшно, она била меня, я прям Когда чувствовал. родители уходили, кот оставался за главного, а не фронт. Да, но это реально, кошка была очень жесткая, она прям была главой семьи. Хорошо, давайте, наверное, обсудим новости Apex, как мы сказали об этом в нашем телеграм-канале. Давайте обсудим, в частности, про лигу. Этот сезон прошел намного быстрее, и поменялся и формат проведения, и поинты, которые не читались за игровой день, тоже система сама изменилась, ну и расширился самопул. Мы с ребятами уже обсуждали это в интервью, хотелось бы узнать ваше мнение, что думать по поводу этих изменений, и как вообще прошла эта лига для вас? Ну, новую карту добавили, это круто, конечно, очень, я этого давно хотел. Мне кажется, вообще все карты должны играться, как-то что-то они могут придумать с этим. Потому что игра же про адаптацию,
верно? Это же Battle Royale, надо адаптироваться, чтобы выжить. Вот, мне кажется, должны добавить все, но как минимум штормпоинту я рад. Что они еще добавили, я не помню. Изменилась система начисления суммарно поинтов за игровой день. Вроде как. Ну, тоже прикольно, мне кажется, еще есть куда расти, но прикольно. Вот. А в целом для нас Пролига прошла в средний калибр. Были трудности, мы не тренировались совершенно. Во-первых, я уезжал из Украины. У меня стресс, потом Даня Сансет, он переезжал из России, переехал с концами, не хочет в Россию возвращаться. Он, как только началась война, сразу же заказал билет, сказал, я тут жить не хочу. И улетел, вот тоже у него там трудности были, он квартиру искал, потом разбирался с компом, ну и тоже тренироваться возможности не было. И Лёва, который таскмастер, вот, он тоже решил для себя, что все, это тот момент, когда надо сваливать. На данный момент он занимается заграном, потому что у него его не было. Такой вот парень. Ну и тоже не тренировался, все втроем в стрессе. Но вот Пролига, как бы она плохо для нас не прошла, да, на лан мы не прошли, заняли 12 место, надо было в топ-10. Мы все равно были очень счастливы поиграть наконец-то друг с другом, как-то отвлечься от всего этого. Я те 6 дней был на самом деле достаточно таким счастливым человеком, я бы сказал. Просто потому что я думал только о том, что вот у меня турнир, ребята, круто все, надо поиграть. И ребята тоже думали только о турнире, и на этом фоне как-то попроще жить было. А насколько сложно было вообще, не знаю, запустить Apex, приступить к каким-то там тренировкам, может быть, индивидуальным, и там искать какие-то скримы вот во время войны, условно? Ну, скримов не было. Мы общими усилиями, можно сказать, сделали так, что скримов не было. Ну, насколько я знаю, в знак солидарности с Украиной все остальные команды тоже не тренировались. Ну, не все, большинство. Большинство. Вот. Ну, типа, А я так в веду к целом- тому, типа, насколько сложно при таких обстоятельствах вообще думать об игре, тренироваться, ну, пускай даже просто играть там паблики, участвовать в турнире, когда вокруг происходит столько всего и не самого хорошего. Это максимально сложно. Трудно. Вот я на своем примере скажу, что вот я установил компьютер, да, вот Нави мне выделили, моник поставил, компьютер поставил, готов играть, по сути, а не могу. Вот я тыняюсь вокруг компьютера, тыняюсь туда-сюда, по комнатам, брожу, не могу просто сесть, но вот все, вот телефон в руках, читаю новости, там рассоединился там, да, с семьей, там то маме позвонил, спрашиваю, как дела, то отцу, то брату, то друзьям. То есть очень сложно было как-то на игру настроиться, но как-то вот 2 дня отошел немножко от этого, когда уже во Львове был, да, в комфорте, в хороших условиях. Ребята там, Артур и Генри, в принципе, ну, располагали к тому, чтобы как-то отвлечься. Максимально дружелюбные парни, и так как-то потихоньку, вот я, по сути, даже без практиса, ну, какого-либо там, особенно скримов и даже там пабликов ранкеда, вот и начал играть первый день лиги. Играл у нас под домом полицейский участок, с которого сирены долбят. Как раз когда я приехал, были обстрелы нефтебазы по Львовской и пригороду Львова. То есть вот мы играем турнир, слышны взрывы, слышны сирены. Это, конечно, сильно отвлекает, но получилось отыграть достойно. Мы 4 место заняли, при том, что там держались на топ-1, топ-2, там 5 из 6 дней. Последний день очень ужасно отыграли и слетели на 4-ю позицию. Но на лан прошли, да только толку от этого нету. Покинуть страну нельзя, и мои парни будут играть с заменой, потому что нету времени со мной туда готовиться, и это бессмысленно. Они сейчас просто потеряют время, возможность подготовиться с новым игроком, которая может вылиться потом в теории в победу, нежели сидеть и просто там рассчитывать, надеяться на то, что мне дадут добро играть из дому. Я, в принципе, понимаю позицию.
Я видела в Твиттере пост Артура из Гамбитов, где он рассказывал, где он написал о том, что разработчики поддерживают, и в знак солидарности с Украиной они забанили российские организации, но в то же время они не дают возможности украинцам отыграть LAN онлайн. То есть я так понимаю, что у Гамбитов есть проблема, и вот у вас такая проблема была. Ну, мол, спасибо за поддержку, но почему бы не дать возможность украинцам, исходя из ситуации и необходимости, у вас физической нет возможности выехать. Это не вопрос там, ну, не знаю, условно, там, как, пускай визы или чего-то другого. Вы не можете покинуть страну. Неужели прям такая большая проблема пойти на какой-то компромисс и дать возможность отыграть онлайн? Я искренне этого не понимаю. Сейчас очень много турниров проводится в таком формате, где игроки играют, ланы там из дому. Это не единичные случаи. Особенно в Китае, потому что там сейчас супер локдаун происходит. Вот, да, ну, то есть это сделать можно, потому что я же помимо этого буду пропускать и все онлайн-турниры, так как моим парням нужно будет играть с новым третьим игроком, и я, ну, теряю возможность заработка, я теряю возможность своей квалификации какой-то. Грустно, получается, что... Да, грустно. Ну, вдвойне обидно, как мне кажется, что когда ты проходишь квалификацию на подобный турнир, который в нашей дисциплине, ну, огромная редкость. То есть там, ну, во-первых, ланов, вот я играю 2,5 года в Apex, я ни на дела не попал, хотя на все квалифицировался, но отменялись из-за ковида. Сейчас вот на тот, который я в очередной раз прошел, ну, там окей, там все пострадали. Сейчас в очередной раз прошел на LAN, и единственное, там условно, там нас 2 человека, которые, ну, очень этого хотели, очень этого ждали, но не имеют возможности его сыграть. Морально это, ну, не прибавляет, знаешь, каких-то красок, но с другой стороны, вроде бы как это не перспективная сейчас проблема, и это не приоритетные вещи. То бишь, когда, ну, такое происходит вокруг нас всех, вроде бы как и дело до этого лана, ну, не должно быть. Но все равно субъективный фактор. Есть объективные факторы, которые влияют на всех, есть субъективные, которые влияют на каждого человека. И, в общем, сложно это все воспринимается в любом случае, потому что такое потом по итогу ощущение складывается, что все идет не по плану прям вообще везде. И ты как будто не способен ни на что повлиять, как бы ты ни старался, все равно. Вот это просто такие свои чувства передал на этот счет. Это, наверное, самое ужасное чувство, которое может быть, это чувство беспомощности. Потому что ты не знаешь, что делать, как сделать. Ты при этом всем ты еще и не виноват. То есть ты ничего такого не сделал, чтобы вот разгребать все эти последствия. И это не очень хорошо. Плюс я на самом деле видела тоже некоторые ответы о том, что, мол, кек, чел, у вас там война, ты думаешь про Apex? Серьезно? И я в корне не согласна с этим, потому что я считаю, что это ваша работа. Ну, так сложилось, что вам повезло, и ваше увлечение, и там, условно, там, любовь в вашей жизни стала вашей работой, приносит вам деньги. Это ваша работа, и вы работаете. И в этом нет ничего ужасного, это абсолютно нормально, это даже похвально. Потому что многие сейчас лишились работы, остались без заработка и не могут условно обеспечивать себя либо свою семью. Поэтому работать сейчас не только можно, но и нужно, в этом нет ничего плохого. Но, может быть, может быть, со временем эта ситуация наберет больше резонанса, потому что никто не знает, когда война закончится, и если будет как-то комьюнити пушить, хотя будет ли оно. Я так понимаю, что вы сильные соперники, поэтому, в принципе, как вариант, можно таким путем избавиться от сильного соперника. Может быть, со временем это просто приведет больше резонанс, и разработчики будут вынуждены реагировать на это все, дабы не потерять сильных оппонентов на турнирах и в целом игроков. Мне кажется, вряд ли какой-то такой резонанс будет, потому что все понимают, что да ничего и не получится. Потому что я, ну, не поддерживаю точно такое.
Мы как-то пытались уже с ребятами, там европейцы особенно очень много поддерживали в этом плане и пытались этот резонанс сделать, но ни к чему это не привело, по-моему. Я же прав или к чему это привело? Ну, еще, кстати говоря, возвращаясь к той теме, что вот, а, мол, ребята пишут, у вас тут идет война, а вы переживаете там за турнир, что все у вас нормально вообще, вы а, там, ну, с такой, знаешь, легкой агрессией писали в сторону меня и Артура, что, Мгм. мол, у вас есть поважнее вещи, о чем переживать. Но я, мне кажется, адекватно им отписал, что, послушайте, мы сейчас живем в самое трудное для нас время, и я единственный человек в семье, который зарабатывает деньги. Мне это, ну, необходимо, жизненно важно это все сыграть а, и как-то, ну, иметь возможность поддерживать родных там и друзей. Потому что, ну, в такое время затраты у всех у нас удвоились, утроились. И кто на волонтерство дает, кто еще что-то, кто кого поддерживает. Но м, это, мне кажется, максимально глупая позиция говорить, что, мол, у вас есть больше приоритета, там, больше какие-то проблемы, за которые вы должны переживать, нежели играть. Да, они есть, но это наша работа, мы прошли, мы имеем право это отыграть, и это для нас необходимо с точки зрения банально денег. Ну, мы же не за респект в данный момент хотим сыграть, нам это просто необходимо. Вот и все. Плюс это ваша любимая игра. Я помню, что в интервью с Нави Джуниора ребята рассказывали о том, что первое время они очень много смотрели новости, читали телеграм-каналы, и в какой-то момент, ну, когда появилась возможность поиграть, они осознали, насколько сильно они зависимы от этой игры, насколько сильно КС спасает и помогает им как будто бы не оставаться один на один с этой проблемой. Ну, я думаю, что у вас такая же история. Очевидно, что Apex и этот турнир смог вас отвлечь и вытащить из какой-то вот эмоциональной ямы, которая была до этого. Ну Это и правда. И в целом, наверное, формат, что вот каждый день играешь, мне кажется, намного лучше, чем то, что было раньше в Апексе, когда ты играл 2 дня в месяц, грубо говоря, и остальное время это просто ожидание чего-то. А так ты просто, ну, нон-стопом играешь каждый день, получаешь какое-то удовольствие. Это круто. Надеюсь, что они формат поменяют в следующем сезоне. Максимальный фокус идет на игру, когда, знаешь, ты подряд должен играть, а не вот так вот рассредоточить это пару раз в месяц. Когда это в подряд играется, у тебя, ну, фокус вольно-невольно настраивается уже на игру, и ты прям сосредоточен уже не на событиях вокруг, а на том, как бы победить. Да, это очень классно абстрагирует, и это нужно делать, это, ну, необходимо делать. ну, это как я и рассказывал. Вот мне кажется, вот именно когда пролига началась, вот это меня... Вот в тот момент я и вышел со стресса. Вот, наверное, самого дикого, что у меня был. Наверное, в этот момент. Когда я просто думал о том, как играть, потому что я играю с ребятами, потому что мы играем в турнир. Вот это очень сильно помогло. Очевидно, мы уже видим, как война и санкции, в частности, повлияли на киберспортивную арену Апекса, но как еще она может повлиять в дальнейшем, как вы думаете? Что может еще измениться? То есть, чтобы обойти санкции, достаточно купить просто билет условно в Турцию, и все. Да, так получилось, что перенос Про-лиги мы вместо 2 месяцев играли 6 дней, и это даже, наверное, сыграло на руку игрокам из России в том плане, что можно было на недельку сгонять туда-обратно и сыграть. Конечно, в целом большинство отказалось играть, просто осталось в России и забило, но это дало возможность сыграть некоторым игрокам и командам. Но они все равно вроде сказали, что не будут переводить деньги на российские банки, нет? На российские и белорусские. Ну вот я не знаю деталей, Этого правда. мы уже не узнаем, наверное. Да, я не знаю деталей, честно. Ну, хочется в это верить, что они все-таки сдержат слово и не будут поддерживать политику Мгм. А в Российской Федерации. целом, еще продолжу. Вот, ты говорила, что как это отразится в будущем. Э,
Скорее всего, сейчас это вообще выглядит все плохо, потому что, вот как Макс сказал, что мы не выездные, соответственно, если мир выходит из ковида, ну, а мы, наверное, последние 2 года с Максом всегда общались, там говорили, вот, блин, круто было раньше на ланах, вот ковид закончится, будут ланы, заживем, и вот, допустим, сейчас начинается ланы во всех дисциплинах, а мы просто не выездные, то есть наша ценность как игроков, наверное, падает, и неважно, это Apex или какая-то другая дисциплина, скорее всего, на данный момент для нас это будет очень невыгодно и тяжело. Мы просто неудобный актив, условно, в любой организации сейчас будем. Максимально неудобный и никому не нужный. Получается, что нет смысла играть лигу, потому что даже пройдя на лан, ты все равно не можешь полететь. А тогда Да. что играть? Ну вот мы перед пролигой с Максом на эту тему говорили, и вот даже сейчас общаемся, что, мол, Максу на данный момент сложнее морально, потому что он прошел на лан, он как бы должен там быть, но он не может поехать, а я наоборот, мы, к сожалению, плохо выступили, не попали на лан, и мы не так сильно переживаем по этому поводу, потому что мы заслуженно не прошли, мы не поехали. А если бы мы прошли, то сейчас бы я, наверное, очень был еще более раздражительный и так далее, потому что, блин, ну это просто какая-то несправедливость и неприятно. Но нужно понимать, что этих моментов несправедливых в будущем может быть, ну, еще больше. Надо просто жить дальше, радоваться мелочам на данный момент. Это правда. Ну да, ну знаешь, вот тут с какой стороны не посмотришь, даже со стороны там заработка, да, банального. Вот мы берем 4-е место на квалах ну, мне кажется, в самом сложном регионе, в самом трудном, а, и призовой меньше, нежели за последнее место прайс-пула на самом лане. Причем, ну так, нормально, меньше. То бишь, ну, за эти квалы мы не так много заработали. Тут основная цель была туда пройти и рассчитывать на деньги с самого лана, а не с квалификации на лан. Если бы... Они же еще и заявили, что лан там в последнюю минуту, мы уже второй день там играем квалы, они говорят, что это будет не онлайн, как раньше, а это будет лан. Хоть и был анонс, что должен быть лан, но все предыдущие ланы отменялись, и мы были уверены, что этот лан отменится вдвойне, потому что тут помимо ковида еще и плюс война в центре Европы идет. И мы прям были уверены, что это все будет онлайн, и я на это рассчитывал. Но так вот получилось, что я ехал играть квалы, а по сути прям на них узнал, что это меня ни к чему не приведет. И, возможно, я бы даже этого не делал, если бы я знал, что вот так все это обернется. И там не подрывал бы там всех людей, кого я знаю, не становился бы там, ну, условно, да, я моральный должник у многих людей за то, что они мне помогли. И, ну вот, неприятные вещи. Ну, они же могли сделать это все в онлайне. Ну, то есть в знак солидарности, вот действительно в знак солидарности к украинцам, они могли сделать это все в онлайне. Я думаю, что, ну, пускай это сейчас будет звучать по-детски, но можно же коллегиально было принять решение, чтобы игроки проголосовали. Ну, то есть вы за, большинство за, все, играем онлайн. Ну, есть еще шанс, что они передумают, они же официального заявления не выкатывали как-никак, но просто как-то к EA уже все довольно-таки скептически игроки относятся, потому что, вот как Макс говорил, было очень много ланов анонсировано, на которые мы там проходили и так далее, и их отменяли. А в этот раз, и не отменили, и выехать нельзя, и все. Да, ну, наивно полагать, что они ради нас будут что-то делать. Нас всего лишь двое из 120 человек. Играют этот турнир и ребята с Азии, и с Америки. По пингу невозможно это по онлайну отыграть. Снова разделять прайс-пул по регионам, ну, наверное, они не захотели. Захотели уже поменять формат. Потому что уже сложно, когда ты играешь сам турнир, объявлять о том, что, ну вот, финальная часть турнира будет иной, а не на ту, на которую рассчитывали игроки. Это тоже вызывает, ну, некий хейт в их сторону. Ну, в общем, я не знаю, мне изначально было мало надежд на то, что они как-то нам пойдут навстречу.
но они были. А что сделаете первым, как только война закончится нашей победой? Вот в первую очередь сразу. Ну, я думаю, надо будет посетить Киев и заехать к Максу в гости, я думаю. Я вас жду. Мы, кстати, можем собрать кучу малу тут, и все со Львова вместе соберемся, запачкуемся, приедем. Это обязательно. Ну, ты импульса дождемся. И поедем все вместе. Спасибо. Не, честно говоря, очень... Я думаю, мы не сможем дождаться, мы слишком будем на эмоциях и радостные. Да-да-да-да-да. А настоечки самогоночка сама себе не разопьет, Димончик. Ну все, ты покорил мое сердце. Ладно, я хоть сейчас уезжаю, да, там еще открыто еще есть. Мне как раз нужен был какой-то повод, ну, реальный повод, чтобы поехать. Вот и он. Ну, я мысленно буду с вами. Я нашел пьяную вишню в Варшаве. Уф. Мы можем, кстати, вот нам нужно было снимать подкаст как раз вот на локациях, каждый там с маленькой бутылочкой. Ну, серьезно, Пьяной вишни. если у вас какие-то планы дальнейшие, вот как только война закончится, я вот это сделаю то, на что не хватало времени, что так давно хотел сделать. Или там какая-то вот есть такая, какая-то маленькая бытовая необходимость там сходить на кофе с другом, купить те кроссовки, которые хотел давно купить, отстраивать город, ну вот какие-то вот такие вот, завести кота. Ну, я вот себе вспомнил на мысли, что прям очень хочется погреть свои булки на теплом пляжике. Прям не все равно куда, но вот прям хочется выехать куда-то отдохнуть. Я 9 лет не выезжал, просто, ну, не было возможности, я только на ланы катался. А по времени, ну, не получалось, там, ну, не дело там финансов. Просто так получалось, что то работал, то учился, то еще что-то, и прям вот сейчас прям хочется поехать куда-то, поплавать, не знаю, желательно даже на океан, может, куда-то. Ну, можно на море, в принципе, неважно, но вот такая маленькая, ну, нужда, наверное, во мне, да, появилась в этом. Ну, а так, да, самые банальные вещи, встретиться с друзьями, всеми, которые сейчас уехали, со всеми повидаться, скучаю за каждым, ну и все, наверное. Как-то, знаешь, не хочется ничего планировать. Я столько вещей напланировал. У меня Да, то же самое. такой сложный был прошлый год. Вы б знали, прям максимально трудный. И я вот как-то так перезагрузился на Новый год. Там буквально спустя неделю там приоритеты какие-то выставил, там цели поставил и думаю, блин, все, let's go. В формате солдатика сейчас поживем, всего добьемся, все будет хорошо. Но все пошло не по плану. И как-то, ну, не хочется просто ставить себе цели и лишний раз себя не разочаровывать, потому что неизвестно, чем это все обернется, закончится. Ну, вот как есть. Импульс, а ты? Сразу обратно Да, стримглав тоже домой. не хочется загадывать. Да, конечно, хочется домой очень сильно. Или для начала в Турцию к Бругбу заглянуть. Смотря в какие все временные промежутки произойдет. Вот Хочется, конечно, домой как можно быстрее, друзей обнять, квартирку. почесать уже там собак. Меня хочешь обнять, Кирюха? Ну, естественно, ну, конечно. Что за вопросы? А так, да я не знаю, я еще до этого приучил себя ничего не загадывать и не планировать далеко на будущее. Я даже не знаю, чем я завтра завтракать буду. Вот. Но очень уже хочется встретиться с друзьями. Много чего им рассказать, чтобы они мне много чего рассказали. Я уверен, историй у всех набралось очень много. Да, я жду. Обняться, послушать открытие пива. Я жду, да. когда увижу друга. У меня друга в Гостомеле взяли в заложники. Приехал к девушке переночевать с 23 на 24 и 2 недели ночевал, пока не попал в заложники. Но он выжил, слава богу. Вот и тоже очень интересно узнать, как там все происходило и что вообще происходило, как он смог выжить. Жесть какая. Угу. Да. Ну, у меня друга в Ирпене взяли в заложники. Обнесли всю хату на их глазах.
там угрожали, и что там только не было. Да. Эх, вот честно признаться, мне кажется, что когда я вернусь в Киев, я буду идти по своему району и обнимать всех и каждого. Вот ты выжил, молодец, давай я тебя обниму. И ты выжил, и вы И выжили. это не будет странно, это не будет странно, я уверен, это будет супер. Да, даже Да. вот соседка, которая на тебя ругала, что ты там шумишь, и ее вот такую вредину нужно обнять. Я 2 месяца, на меня никто не жаловался. Я так за вами соскучилась. Вот кажется, что как будто бы вот все будут люди, как, ну, Киев превратится прям в такую огромную такую деревню, все такие, о, как-то будут... Ну, хочется верить, что мы будем по возвращению после войны радоваться а не унывать от того, что мы увидим. Вот как-то так хотелось Да, бы. 100% будем. Блин, ребята, честно признаться, я 2 часа, 20 минут с вами болтаем, и я с вами бы говорила, мне безумно было приятно с вами поговорить. Я рада, что все у вас в порядке, что вы в безопасности и в хорошем настроении, несмотря на все сопутствующие проблемы и ситуации. Но, к сожалению, скоро комендантский час. Мне нужно как-то добраться домой. Поэтому хочу вас поблагодарить, что вы выделили время, пришли на подкаст. Да, спасибо, что пригласила. Рад с тобой познакомиться и парней рад видеть. В общем, Да, да, очень. спасибо огромное. Идите, я вас Я буду думаю, уже хорошо. обнимать. Ну, блин, Да, ну что- тебе спасибо. Всё. Очень приятно было, как будто бы и посидели вместе. Давайте Да. это кулачком в камеру По-домашнему. на завершение. Ну, у меня далеко камера, ну вот, короче. Давай, тянись. Вот так нужно красиво. Оп. Ребята, хочу вас попросить в конце, уже по традиции всех наших видео, сказать пару слов всем тем, кто смотрел этот подкаст, вашим зрителям, фанатам и болельщикам. Да, после самых темных времен наступает рассвет. Да, вот так это говорится. ведь. Мгм. Вот так оно и будет. Ну, оставайтесь с людьми в любой ситуации. Цените близких, цените друзей. Не агрессируйте, не пускайте там, не знаю, в свое сердечко этот негатив. В общем, все будет хорошо. Надеюсь, это все закончится и никогда не повторится. Вот. Огромное спасибо всем людям, кто поддерживает. Очень приятно в эти тяжелые времена. Ну и хочу сказать, чтобы подписывались и на Нави, и на Кирюху, и на Макса. Они крутые ребята, крутые игроки, крутые геймеры. Поддерживайте их тоже. Да, я тоже, наверное, хочу добавить, что бы ни происходило, всегда нужно, вот правильно ты говорил, оставаться людьми и научиться критически мыслить. Вот. Это важно сейчас. Также хочу добавить, что мы, как украинская киберспортивная организация, продолжаем поддерживать нашу страну и всех жителей Украины в такое нелегкое время. Именно поэтому организация Natus Winster совместно с организацией BAG выпустили благотворительный мерч, который уже можно заказать, и все средства от продажи которого пойдут на помощь жертвам войны в Украине. Также в описании под этим роликом будут ссылочки, по которым вы сможете также помогать всем нуждающимся, ну и примкнуть к нашему общему делу. Всем огромное спасибо за просмотр. Все буде Украина. Па-па.